Здравствуйте. Мы часто обращаемся на нашем канале к так называемой умной музыке. У нас есть ролик соответствующий, который называется «Умная музыка». У нас есть ролики про Маклафлина, Тони Левина, еще ряд исполнителей, того же Кита Эмерсона, которые играют и играли умную музыку. Но сегодня речь пойдет, я бы так сказал, об очень умной музыке с металлическим оттенком. Речь идет о гигантах прог-металлической сцены, одного из лидеров жанра, безусловно, признаваем всеми критиками, группы Dream Theater. Ну, господа, скажу я вам, что это настоящий театр мечты, потому что группа эта создана виртуознейшими музыкантами. В ролике о Тони Левине мы как-то упоминали, что этот сам классный музыкант говорил, когда они создали совместный проект Liquid Tension Experiment, что он просто не успевает играть за музыкантами Dream Theater. И это говорит один из выдающихся басистов современности. Это уже многое значит. Ну, начнем по порядку. Группа основана в 1985 году. Нью-йоркцами в основном, потому что Нью-Йорк это настоящий конгломерат культур, всяческого замеса и людей самого разного социального и национального происхождения. И ежели ты там не родился, то ты туда приедешь. В данном случае так и получилось. Основатели группы Майк Портной, Джон Петруччи, Джон Мьюнг, в Википедии его зовут Майнг, но мы сейчас о нем поговорим, Кевин Мур. Вначале играли без вокалиста. Вокалист, это я всегда говорил, и мы подчеркивали, это большая проблема для рок-группы, хороший вокалист найти. Но тут был другой момент интересный. Трое из участников группы, кроме Кевина Мура, учились в самом лучшем музыкальном, одним из лучших музыкальных заведений Америки. Это музыкальный колледж Беркли. Мы о нем как-то говорили, упоминали. Там его окончило очень много выдающихся джазовых и рок-музыкантов. И показатель обучения там, это уже есть определенная планка и очень высокая. То есть ребята были одаренные все музыкально, они начинали с самого детства играть. По поводу басиста Джона Мьюинга, в Википедии пишут Майнг и так далее, но на самом деле его родное имя Джон Ремён. Он сын корейцев, корейских иммигрантов. Ну вот, давайте примем написание Википедии. Джон Майнг. Хотя, я думаю, Мьюинг лучше, потому что, как-то слышал в общении личном, его называли Мьюинг. Группа эта экспериментировала. Она находилась под влиянием различных коллективов, таких крупных монстров, как Rush, канадцы, где барабанил Нил Пирт, любимый барабанщик Майка Портнова из Dream Theater нашего же. Такие группы, как Queen's Reich начинали, или Queen's Reach их называют, Fates Warning, это первые группы, которые пытались играть прог-металлическую музыку. Напомню, прог-металлическая музыка это смесь прогрессивного рока, арт-рока с хэви-металлической музыкой, в основном с гитарными рифами и барабанными ритмами. То есть это интересный симбиоз. И Dream Theater впоследствии называли удивительная группа, смесь из Металлики и группы Yes. То есть это основополагающее ихнего творчества. Но опять же подчеркну, что разнообразие ихних вкусовых предпочтений иногда давало очень удивительные результаты. Группа изначально называлась The Majesty. Ее особо никто не замечал, но обратили внимание на виртуозную игру музыкантов по отдельности.
Но вы же понимаете, наличие классных исполнителей это не есть команда, группа. Необходима та самая пресловутая связывающая химия. И химия возникла после выпуска дебютного альбома в 1989 году с вокалистом Чарли Доминичи. Группа получила, в общем-то, не очень хорошую критику, хотя некоторые песни отмечались. Вокалист откровенно не тянул. Группа не пришла в отчаяние, объявила конкурс. Прослушав около 200 исполнителей, подчеркиваю, они остановили свой выбор на канадце Джеймсе Ла Бри, который увидел случайное объявление в одном из музыкальных журналов и поехал в Нью-Йорк, что называется, на авось. Ну, Ла Бри это вокалист выдающийся, вы послушаете, если вы не слушали, я вам скажу, что у него есть даже записи с нашим Виктором Гришко, знаменитым оперным певцом, и там они друг друга очень органично дополняют. Вот вы знаете, вот бывают вот такие-то интересные союзы. Так вот, во время поисков вокалиста группа не теряла времени, а писала материал. И фактически Ла Бри зашел на готовую музыку. Основным текстовиком в группе был всегда Майк Портной, но некоторые тоже, и Джон Петруччи, вокалист, и Джон Майанг, басист, они писали тоже тексты иногда. Потом и присоединился Ла Бри к этому. Чем еще группа отличалась всегда? Тем, что они созидают коллективно. Они работают и делают друг друга постоянные замечания. У них постоянные контакты на почве музыки, где бы они ни находились. Потому вот смотрите, даже интересный спор заключили между собой Джон Петруччи и Майанг, басист. Они поспорили, что должны заниматься каждой музыкой не меньше 6 часов в день. Независимо от твоего статуса и положения. Не знаю, сейчас ли, когда они уже мегазвезды, имеет ли этот спор место, но в то время это соблюдалось безукоснительно. Скажу еще, что группа относительно была тихая на уровне безумств, происходящих в рок-движении, и отличалась прежде всего своей, вы знаете, вот такой некоторой подчеркнутой интеллигентностью игры. Барабанщик Майк Портной всегда говорил, мы должны быть круче, сильнее, лучше и мощнее всех остальных групп. Да, это пафосно, да, это немножко провокационно, но я вам скажу, что эта группа фактически сопровождает лично меня с 92 года. И до сих пор я удивляюсь парадоксальности их музыкальных решений, классом исполнения, подачей и, фактически всем, чем захотите. Так вот, с новым вокалистом вышел альбом в 92 году The Images and Words, который, в общем-то, произвел фурор. И фактически этим альбомом Dream Theater поставила себе во главу прог-металлического пелетона. Они возглавили гонку. И поверьте, фактически с первого места желтую майку лидера не меняли. Да, иногда были там попытки, но сейчас мы об этом немножко расскажем. Так вот, этот альбом просто взорвал общественность. Песню Pull Me Under крутила MTV. А вы помните, MTV это телевизионный канал, в то время был фактически самым главным двигателем группы. И группа, что называется, пошла. Пошли бесконечные концерты, везде теплый прием, огромные продажи и все остальное. Интересная вещь. Головокружения от успехов не возникло. И в 1994 году группа выпускает еще более сильный альбом Awake, который стал тяжелее, мрачнее и навороченнее. На этих двух альбомах играл Кевин Мур, клавишник которого они знали фактически с детства, который не учился в Беркли, а учился музыке в другом колледже, но учился классической музыке. Вы знаете, роль Кевина Мура, клавишника, немножко недооценивают уже с позиции прошедших времен. Но фактически он тогда и был во многом лицом группы.
Потому что вот эта фишка вставлять сэмплы из старых кинокартин среди песен, в паузах и все остальное, это, наверное, все-таки заслуга Кевина Мура и, безусловно, Майка Портнова, который огромный кинофил, синефил, кинолюб. То есть уже тут интересно. Группа очень любит в своих пластинках делать шифрованные моменты. И вот ценители находят вставочка оттуда-то, кусочек оттуда-то, музыка оттуда-то. Вот эти все моменты, знаете, они интересно смотрятся. И вот это вот, скажем так, даже музыка для гурманов. Но это не значит, что не имея мозги или имея их незначительное количество, подчеркну без обид, именно в музыкальном плане, и эту группу не надо слушать. Надо. И еще как. Это настоящее пособие по прогрессивной музыке. Потому что музыканты, подчеркну, настолько образованы, что они дают нам возможность прослушать кучу различной музыки, звучащей в сильнейших интерпретациях Dream Theater. Вы понимаете, мало кто из групп может себе позволить играть на сцене целые альбомы. Представляете, вживую играют альбом Iron Maiden 82 года, The Number of the Beast, пожалуйста. Deep Purple, Made in Japan 1972 года играют. Metallica, The Master of Puppets 1986 года играют. Пожалуйста. Да даже Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, надо, сыграли. И сыграют здорово, очень интересно. Но за это, кстати, критики на них и взъелись. Мало ли своих творческих вершин, так вы еще стариков копаете или молодняк. На что Портной ответил, фактически лидер группы: мы не копаем, а играем. И взяли в 2005 году, выпустили альбом Octavarium, который, в общем-то, на волне Muse страшной популярности, немножко идей взял у британцев Muse. Опять критики ополчились. В 2010 году Портной ушел из группы. Через 3 месяца пытался вернуться, но группа сказала нет. И место за барабанной установкой занял профессор, подчеркну, музыкального колледжа Беркли, преподаватель Майк Манджини. Очень классный барабанщик, по неофициальным всяким признаниям и официальным, это самый скоростной барабанщик в мире. Его достижения внесены в книгу рекордов Гиннесса, подчеркну. С Манджини они выпустили очень успешный альбом в 2011 году, A Dramatic Turn of Events, который, в общем-то, убедил скептиков, что Портной это не все. Хотя лично я люблю больше Dream Theater с Портным. Все-таки Портной как бы для меня чуть ли не родной человек в плане того, что привык к нему, к его бороде, к его синей бороде, даже в синий цвет красил, да, экстравагантный человек, но самое главное, выдающийся барабанщик, всегда в пятерку входит, по всяким вопросам. Ну и Манджини, конечно, на плаву, Манджини есть Манджини. Последний альбом вышел в 2019 году, Distance Our Time, который, в общем-то, закрепил успех критики. Они немного отошли от своей тематики, нету сильно развернутых полотен, как у них было по 12-15 минут. Нету определенной концепции и всего остального. Но альбом классный. Очень вам рекомендую видео посмотреть. В YouTube много Dream Theater. И альбом. У меня самый любимый альбом Metropolis Part 2. Scenes from a Memory. Это 1999 год. Вот, пожалуй, с него и Images and Words 1992 года, если вам стало интересно, и начните. Очень, очень рекомендую. Спасибо за просмотр. Всего вам хорошего.